Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток, хорошего настроения. Вам за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Для кого вы как магнит? Кого вы притягиваете и какие энергии вы притягиваете? Попытаемся сегодня узнать, каких людей вы притягиваете, для кого вы этот лакомый кусочек, кто хотел бы вас заполучить или откусить от вас чуть-чуть энергии, или не чуть-чуть, да, и не кусочек. И, собственно, какие энергии вы притягиваете, тоже посмотрим, рассмотрим. Сначала я хочу сделать вашу сигнификацию. Если срезонирует, значит смотрим дальше. Если вдруг по сигнификации вы понимаете, очень похоже на вашу подругу, сестричку, может быть, знакомую, коллегу, может быть, как вариант, можете посоветовать ей посмотреть этот расклад. Итак, начинаем, да? Так, расклад, начинаем. Сигнификация. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты, скромно и со вкусом. Звездочка. На женщину это высокая оценка, такая характеристика. Привлекательная очень женщина с интеллектом. Тут все в порядке, выше среднего. По карте звезда проходят люди, которые обладают талантами. Незаурядные, я бы сказала, люди, которых в принципе ведет как будто по жизни, может быть, какое-то у них предназначение, призвание, мечта какая-то. Вот они следуют за этой мечтой. Такое дело, сколько делаете вы шагов к достижению, да, по пути достижения этой какой-то мечты. Это уже другое дело. Это, знаете, как бывают очень талантливые художники. Я вспоминаю, у меня ребенок, когда училась она в художественной школе, у них, допустим, группа была 15 человек. У меня ребенок талантлива, но она, я не могу сказать, что она гениальна, да, а у них было двое деток, которые, ну, реально, это просто гениально, они были очень талантливые дети. Но и один, и второй ребенок, они как-то так легко у них все получалось, и когда потом уже пошли работы посложнее, им было то ли скучно, то ли они не были готовы к конкуренции какой-то. В каком плане? Они не готовы были прикладывать какие-то усилия. И тут даже дело не в усидчивости, а вообще в элементарном как бы желании показать какой-то результат. Они как будто привыкли, что априори должны они быть лучшими. Вот я просто к чему, о чем это? О том, что и один, и второй ребенок, они как-то потом ушли, отсеялись, хотя они были очень талантливы. Там, если прикладывать усилия, то это, я не знаю, мне кажется, таких высот могли бы достичь. А остались дети, которые, может быть, менее талантливы, но более усидчивы, более целеустремленные. Ну, как-то так. Вот я просто об этом говорю. И вот по этой карте звезда почему-то мне тут захотелось сказать, девочки, потенциал большой, и внешние данные, может быть, в первую очередь интеллект, сделаем на этом акцент. Повторюсь, способности, таланты, все есть. Тут как будто бы развивай, направляй в нужное для тебя русло. Может быть, не в то русло, которое там хотят, настаивают родители, там социум, да, давлеет, вот это влияние социума, может быть, там тут как будто в первую очередь копни, чего ты хочешь, истинно ты хотела бы чего. Так, почему мне так оно идет, вот не знаю, потому что рядом карта как будто беременность, ну не как будто бы, эта карта так и называется, беременность. Вот как будто бы женщина прекрасно во всех смыслах, наделена максимально, чем только возможно. Тут даже женская, может быть, зависть даже в каком плане? В том плане, что сколько всего вам дано от природы, генетически, да, даже заложено родителями. Но, как вам сказать, так чтобы было поаккуратнее и не задело ваше самолюбие.
вот эта вот беременность, вот это вот этот процесс весь, он закончится каким-то вот, знаете, таким, беременность же она заканчивается рождением ребенка. Тут я не хочу ни в коем мере умалять ваше достоинство. Я просто хочу сказать, что ваша планка намного выше, чем та, которая даже, может быть, вы видите сами. Ну, если можно так сказать. Но это взгляд по картам. Такой у меня. Я не хочу никого там к чему-то призывать. Ваше видение жизни — это ваше. И ваши цели — это ваши. Просто тут у девочки как будто бы все могло быть намного круче, чем есть. Вот так вот скажем. Отчасти показано какие-то отношения с мужчиной. Тут принц, да. Вот у мужчины, кстати, самооценочка, все в порядке. Принц, мужчина, может быть, является таким, знаете, лакомым кусочком для очень многих женщин. Знает себе цену, корона на голове есть, да. Ну, может быть, уже, правда, обладает каким-то опытом. Тут мужчина уже, может быть, как сформировавшаяся личность, уже чего-то добился в плане, может быть, карьеры, материальное положение какое-то. Кстати, может быть, не свободен. Почему-то мне тут показано, что вот с ним отношения то ли на паузу, как будто стали, да. Беременность — это как раз такой процесс, который еще не заканчивается. То ли они как будто бы вас могли высшие силы даже временно развести для того, чтобы для себя вы определились, кем является этот мужчина в вашей жизни. Может ли ему тоже это будет важно узнать, прочувствовать, кто вы для него. Почему-то мне показано, мы больше считаем же на вас. Женщина, которая постоянно защищается, держит оборону от каких-то сплетен. Только переживет какую-то одну волну сплетен вокруг вот своей персоны. Может быть, даже тут были сплетни по поводу взаимоотношений с каким-то мужчиной. Ну, тут такое могло быть. Только закончится один какой-то, если можно сказать, период, где там кости вам моют. Ну, вы вновь даете им повод для новых сплетен. Знаете чем? Как бы у вас тут в жизни не складывалось, может быть, не очень хорошие периоды, они все равно видят, что вы как, знаете, как вот у кошка, сколько у нее там, 9 жизней, да? Вот и у вас тут, они, может быть, длительное время вас не видят, какие-то ваши, мягко сказать, не очень дружелюбно к вам настроенные дамочки. Тут женщины в основном. А потом они вас встречают, ух ты, вы тут похорошели, тут карта эволюция. Может быть, они видят, что вы перешли на какой-то для себя новый уровень, повышаете эту планочку, опять к чему-то стремитесь. Тут во всем новый уровень, эволюция, это же касается всего. Но в первую очередь почему-то тут на этой карте, вот именно я смотрю, вот сплетни, что с вашей внешностью связано. Может быть, как усыпляет их что-то. Как-то я в принципе вижу как женская зависть, женские какие-то пересуды по поводу вас. Может быть, в принципе, ваше желание не оставаться в каком-то сером болоте, сером коллективе. Как-то вот ваше желание двигаться вперед, что-то менять. Вот это тоже карта эволюции, сюда, это изменение в лучшую сторону. Вот это постоянно вызывает пристальный интерес, пристальное какое-то там обсасывание ваших роскошных косточек. Так, давайте я посмотрю еще по карте звезда. На вас, о чем это? А знаете, тут мне как идет? Мне еще идет ваше ощущение инаковости в коллективе. Вы можете быть в какой-то в каком-то сообществе, в какой-то группе лиц женского пола, да, женщины, женский коллектив какой-то, и вы чувствуете себя, ну, не совсем в своей тарелке. Я думаю, по карте звезда вы этого даже уже не показываете, они этого даже не считывают. Но все равно у вас какое-то такое вот ощущение, как будто бы вы, знаете, вам не хватает воздуха, вы как задыхаетесь. Может быть, ну, мне так идет, девочки. Знаете, какое-то такое, как будто бы вы сами себе говорите. Это ни в коем случае не какая-то претензия к этим женщинам. У них свой мир, своя жизнь.
у каждого свой путь, у каждого свои испытания, да, как можно судить, ну, других людей. Ты влезь в их шкуру, да, проживи их жизнь, хотя бы один день их жизни, тогда уже можно хоть как-то судить. Тут с вашей стороны нет никаких осуждений, нет. Многие вас считывают при первом знакомстве по карте звезда, может быть, какой-то надменный, холодный, цену себе знает, корону нацепила, тут что-то такое. Потом при ближайшем, может быть, знакомстве с вами, ну, мне кажется, это все улетучивается. Они вас воспринимают нормальным, адекватным человеком. Но вот это вот мне сочетание этих карт, это говорит лишний раз о том, что все люди как люди, я звезда, да, это в том плане, не в том плане, что над вами поиздеваться, а в том плане, ну, поехидничать, да, это не о высокомерии вашем, это о том, что вы хотите свою жизнь прожить как-то, ну, как минимум у вас какая-то в жизни, ну, девочки, извините, высокопарно скажу, какая-то миссия, предназначение, какой-то более глубокий смысл вы хотите найти. И не просто найти смысл, а как будто бы идти за своей мечтой, какая-то реализация, вот раскрыть это предназначение. Тут что-то такое, у кого-то таланты. Наконец-то хотелось бы, ну, правда, как оставить какой-то след после себя. Вот тут так. И вот это вот карта тут шабаш, зелье, солнце, тут как будто бы, знаете, вы понимаете, вот как будто бы, что вот в том коллективе, общаясь с этими женщинами, может, им и комфортно, может, их и устраивает, у них все хорошо, может, у них там свои прелести, у них свои радости в жизни. Нельзя никого осуждать, и мы никого не осуждаем. Но вы, я повторюсь, как задыхаетесь там, вам мало этого какого-то качественного общения, вам не то, что там скучно, может, даже и скучно и тоскливо там. Вы не хотите проживать такую жизнь, как они живут. Ну, как-то так вот. Почему-то вы хотите как вырваться оттуда. Вы понимаете, что это не настоящая какая-то жизнь. Для вас это как какой-то суррогат, подмена понятий. Вы хотите по карте Солнца, может быть, раскрыть горизонты, новое что-то, осваивать, куда-то идти, развиваться. Опять-таки, при этом вам бы хотелось, знаете, как-то не тратить энергию на вот эти какие-то лживые фразы, на какую-то вот мышиную возню, на какие-то закулисные игры, не тратить свою энергию на то, чтобы там где-то ужиться в коллективе, контролировать свое слово, каждое, чтобы там кого-то не обидеть, как-то, чтобы твои слова двусмысленно не трактовались. Вы хотите, ну, быть открытой, честной, где-то по-детски, даже непосредственно, идти во что-то новое какое-то творить. Вот тут такая энергетика от вас по Солнцу. Как будто бы такая разница, вы как-то вот чувствуете, вот это дело не в интеллекте, это дело, не знаю, может быть, как менталитет, не менталитет, я даже не могу вам объяснить, вы как с разных планет, вы и эти женщины. Ну, почему-то для вас вот вы не хотите там проживать такую жизнь, как они проживают. Вы не хотите постоянных вот этих каких-то разговоров. Для вас это ни о чем. Как будто бы у вас планка повыше, у вас запрос повыше. Может быть, вы найдете каких-то, не знаю, единомышленников, может, круг общения какой-то смените. И вам там будет тоже некомфортно, потому что, может, так будет, вы должны быть готовы к тому, что тот новый круг общения может вас не совсем принять. Вы можете как по их стандартам не дотягивать. Это я просто, мне мысль пришла такая. И, упаси Господи, я вас не призываю к тому, чтобы планку понижать. Все правильно, вы как не то, что правильно вы делаете. Вы такая, как вы есть, вы должны себя принять и радоваться и себе, и окружающим нести радость, да. И вам должно быть комфортно. Но тут такой подтекст, что вот этого окружения вы точно уже переросли. Вот. Больше не буду даже ничего развивать эту тему какую-то такую. Это может касаться даже ваших, извините, самых ближайших родственников. Вам может быть душно, тошно, и одни и те же разговоры, и ни о чем, и какое развитие, и даже как будто бы вы понимаете, я не хочу, мне орать хочется, мне выть хочется тут.
Вот тут такое может быть. Это общение с близкими, даже какими-то родными людьми. Это все сюда может быть. Вот почему-то мне так вот считывается. Но скорее это похоже на какой-то женский коллектив. Вот так. Так, смотрим, да? Быстренько постараюсь. Как всегда, буду стараться быстренько, а там как получится. А там как обычно. Так. Как магнит. Для кого вы как магнитик? Так. Кого вы притягиваете? И какие энергии вы сейчас притягиваете? Этот расклад актуален тогда, когда вы его открыли, девочки. Для кого как магнит, кого вы притягиваете? Какие энергии вы притягиваете? Для кого вы как магнит? Кого вы притягиваете? Какие энергии вы притягиваете? Для кого вы как магнит? Кого вы притягиваете? Какие энергии вы притягиваете? Для кого вы как магнит? Кого вы притягиваете? Какие энергии вы притягиваете? Для кого вы как магнит? Кого вы притягиваете? Какие энергии вы притягиваете? А для кого вы как магнит? Ух, 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 ух. Интересно. Так, для кого вы как магнит? Это какие люди? Почему-то вы очень притягиваете людей, человека какого-то, который хотел бы, кстати, с вами построить какие-то взаимоотношения, но это невозможно. Как будто бы он понимает, вы понимаете это. Невозможно серьезные отношения построить, стабильные. Может, возможен формат, ну, как любовники, какая-то легкая связь, а вот серьезные, стабильные какие-то невозможно. Вот вы его очень притягиваете, этого человека. Так, при этом показано, человек вас ревнует. Можно сказать, даже эмоции есть у него, но это ревность, это какое-то бешеное желание, знаете, как будто бы контролировать вас, обладать вами. Он даже до конца не может сам понять, что это за эмоции. Угу. Так, вот эта карта, кого вы притягиваете? Ангелы, ты чем? Любовь и боль, да, от любви до ненависти один шаг. Вот, скорее всего, это о мужчине, который, знаете, с утра проснулся, я ее так люблю, я так соскучился, она ангел, она посланник небес. Эти небеса, эти отношения были даны небесами, может быть. А потом что-то походил, может быть, какая-то информация ему по поводу вас поступила, может быть, тут связано с ревностью, может быть, там услышал, кто-то вами интересуется, или какие-то сплетни по поводу того, что у вас там бурная личная жизнь, или в принципе вы там налаживаете свою личную жизнь. Карта сущность, тут у него все теневое, все, что у него внизу там копилось, где-то очень глубоко внизу, оно всплывает по карте сущности, вот как корежит, это ревность, это желание где-то даже боль вам причинить. Тут капец какой-то, такие странные эмоции у человека. Сейчас вы, может быть, на расстоянии. Карта звезда это как, или охлаждение вами, или ментальное охлаждение. Хотя тут эмоции, расстояние 100% какое-то есть. Звезда это как на вытянутую ручку, мягко говоря.
Но все равно как бы мечта есть. Но у человека еще кто-то есть, кроме, помимо вас, девочки, по влюбленным. Можете вы не свободны быть, кстати, тоже как вариант. И у него еще есть выбор. Ой, может, поэтому невозможно, да? Логично, что он уже не свободен. Вот поэтому серьезно такие, как вам нужно было или как вам хотелось на каком-то этапе, может, поэтому вот невозможно отношения построить. Так, давайте посмотрим еще, каких людей вы притягиваете, да? Потом посмотрим, какие эмоции. Вообще мне показано, так, радость жизни. Да вы притягиваете таких людей? Нет, это люди. Это они вас такое воспринимают. Ой, тут какие-то люди, которые сами по себе, мне вот так прям хочется сказать, знаете, люди, у которых то ли перенесли в жизни какие-то потрясения, травмированные люди, я вам хочу сказать. По болезням, ну, не буду же считать в прямом смысле болезненные, да, какие-то. Тут, скорее всего, люди, у которых, ну, произошли какие-то тяжелые события, какие-то, они тяжело это перенесли, какие-то болезненные эти вот события, травмированные какие-то, ну, хочу сказать, психически травмированные, но какие-то люди вот такие вот, у которых проблемы в жизни, могу так сказать. Итак, вот вы их притягиваете в каком плане? Они видят вас какой-то, тут карта радость, женщина, которая тут танцует, радуется жизни. Может быть, не в прямом смысле, вы мне сейчас напишите, да у меня самой хреново, какие танцы там. Кто-то мне напишет ревматизм у меня, кто-то напишет подвернула там лодыжку, еще что-нибудь. Кто-нибудь мне напишет, какие танцы, тут жизнь там хреновая, там еще не хватает там на элементарные вещи, с материалкой проблемы. Девочки, они вас видят женщиной наполненной, которая кайфует. Женщины, вот они видят вас, вот знаете, как будто бы они на вас смотрят и говорят, мне хотелось бы рядом с таким человеком рядом быть, может быть, от вас хоть крупицу взять этой энергии, этой радости, посмотреть на вас даже. Тут как-то так. Какие-то люди, у которых проблемы, и они на вас смотрят, они даже взгляд на вас останавливают, общаются с вами, им становится легче, девочки. Может быть, вы добрым словом, какой-то энергетикой своей, вот как-то вы их так поддерживаете, наполняете. Ну, то, извините, что есть, то есть. Более того, карта жадность, как будто бы, знаете, вполне возможно, такие люди приходят не один раз в вашу жизнь, появляются, вы там поможете им чем-то, а они снова приходят у вас на пороге. Ну ладно, я не хотела бы это все так, знаете, тоже так как-то сводить, чтобы это не смешно на самом деле, когда человеку плохо, и он, если его отфутболивают, там, я прекрасно понимаю, если плохо, то люди очень часто черствые, они отмахиваются, им проще не заметить проблемы другого человека, проще сделать вид, что они чего-то недопонимают. А особенно если у человека проблемы такие какие-то серьезные, начинает ходить по каким-то инстанциям, его везде это отфутболивают. Когда он сталкивается с человеком, который к нему радушно, особенно искренне как-то откликается, реагирует, то понятно, что у него как это говорят, как из чистого источника, из чистого ключа напился воды. Вот тут что-то такое вот. Но, к сожалению, я показала, болезные какие-то притягиваются. Ой, почему? Потому что вы руку помощи протянете, и они это в вас видят. Может, сами по себе идете как целитель, как психолог, как человек, который, может, социальный работник, девочки, но почему-то они видят вас, этого доброго. Мало того, что вы добрый человек, который руку протянет, еще энергетически наполненный человек, который умеет радоваться жизни. Может быть, даже где-то они подсознательно ищут у вас совета, потому что они хотят, понять, как радоваться этой жизни, как вот в тех каких-то реалиях жизни, в которых они оказались, как они могут дальше жить, как они могут дальше радоваться. Ну вот почему-то мне так идет, девочки. Так, каких вы людей притягиваете? Еще кого вы притягиваете? Критика. Это стороны этих людей.
С вашей стороны. Завод это с их стороны. С вашей стороны. Нет, не с вашей. Почему-то так интересно. Тут в вашу жизнь вы притягиваете людей, которые тут не самокритично они настроены. Нет. А ну я спрошу. Самокритично настроены? Да нет, нифига не самокритично. Люди, которые, к сожалению, привыкли вообще обесценивать очень много в этой жизни. Может быть, даже и помощь, кстати, вашу могут по факту потом обесценить, потому что карта воровство. Как будто бы взять и все, и в ответ даже спасибо не скажут. К сожалению, вы притягиваете, тут карта по социуму. То есть это может быть на работе, это может быть даже вообще вот где-то вы пересекаетесь в магазине, да, в каком-то, на каком-то мероприятии. Вот с людьми, которые, знаете, такие вот выражение такое душное, да, есть. Вот по карте тут критиканы, вот ими то не такое, да. И, допустим, на это мероприятие, какая-то там выставка, уже не знаю, выставка картин какая-то. И вот те картины не такие, а вот то вообще подделка, а то эти вообще не умеют, ну, в общем, еще что-нибудь. Если это по работе в социуме, то тоже там куча критики, там и зарплату не платят, и все не такое, и те не такие. Вот почему-то вот мне показано, что такие люди вот в социуме прям, и они видят вас, вот эти, то ли свободные эти уши, то ли они видят вас человека, который их не пошлет, извините, который более-менее будет это как-то все, ну, молчать, да, может, глаза где-то отвернете, закатите и покрутите возле виска, ну, в уме, да, и скажете, боже, как вы мне все дороги. Но в открытую, вот как будто бы вы будете, тут тяжелая для вас это ноша, общение с такими людьми. Ну, это как, знаете, вы, как, может, другие там начинают слушать вот таких вот, это как вечно недовольные, с перекошенными какими-то лицами, вот такие какие-то люди. Вот мне такое идет. Ну, что вышло, то вышло. Может быть, другие там начинают с такими людьми общаться и разворачиваются и говорят, ой, у меня дела, все, до свидания. И даже не удосуживаются что-то придумать, какую-то причину, отмазку, какую-то реалистичную. А вы думаете, боже мой, опять, ну чё ж, ну надо, тяжелая ноша, ну значит у меня судьба такая, ладно, помолчу, типа послушаю, да, а вам уже плохо от этих разговоров, от этого всего. Мне так показано. Может, вы в этот момент смотрите, слушаете и думаете, боже мой, ну это ж уже дно, ну сколько можно, одно и то же. Какие-то одни и те же претензии, недовольство жизнью, вот как будто бы вот такое что-то, люди как будто бы не меняются, они одно и то же, вот что-то там вам пытаются рассказать, вот этими какими-то недовольными гримасами, я не знаю, мне такое идет информация какая-то такая странная. А может, в этот момент я шучу, но знаете, в каждой шутке есть доля шутки. Может, вы в этот момент просто себя ощущаете как доктор в психиатрической больнице, да, которому хочешь не хочешь, а нужно вот этот анамнез весь собрать, выслушать весь вот этот какой-то бред. Ну ладно, так. И думаете, а зачем мне это нужно? Ой. Так, а, кстати, в забота я вот тут спросила. Люди, кстати, какие-то люди, вы притягиваете людей, которые на самом деле, тут даже не то, что нуждаются в вашей заботе, мне проще всего было прочитать, что как бы нуждаются в вашей заботе. А тут какой-то, меня вот хоть что-то тут радует, извините. Не, меня радует то, что вы тут реально как умеете радоваться жизни, как ребенок какой-то, танцевать, там, что-то как-то. А еще тут мне показано, что в вашу жизнь сейчас притягиваются люди, которые не сейчас, а через время могут стать вам опорой, поддержкой, могут о вас заботиться. Тут мужчина, видите, так укутывает в курточку свою, эту, пытается защитить ее от холода девушку, да. Это не в прямом смысле, может быть, мужчина какой-то, который о вас будет заботиться. Это в принципе люди, да, может быть, сейчас какой-то у вас период, может быть, знакомство, присматриваетесь друг к другу. Это может быть в коллективе, может быть, новые какие-то друзья, подруги. Показано, что в будущем эти люди, в будущем, они, правда, тут забота, защита, как будто бы, ну, могут
могут реально как будто бы подставить вам плечо и заботиться о вас. Где-то. Так, где-то как-то. Тут дальше карты странные. Подклад, сделка, это с... Тут мистический какой-то подтекст еще есть такой. Вот эта карта подклад, сами понимаете, это когда... И карта сделка с дьяволом. Какие люди притягиваются в вашу жизнь. Ну, тоже не очень хорошие люди, которые, кстати, вот если подряд вот так прочитать, меняется, очень меняется смысл. Можно прочитать, что, знаете, люди, которые могут показывать и даже предлагать вам свою заботу, покровительство, типа дружбу, типа такие дружеские какие-то отношения. На самом деле карта сделка дьяволом аккуратно, потому что, девочки, в будущем может быть человек ради, ну, какой-то должности, выгоды, материалки, готов даже где-то вас очернить, где-то вас подставить, где-то ваше какое-то честное имя, как клеветать. Вот это все сюда аккуратно. Вот такие люди притягиваются почему-то. Не знаю, так странно. Так, а поддержка ваших сил. Ну, говорят, у вас все равно идет поддержка высших сил, покровительство, да? Но опять-таки, говорят, что вы можете пострадать от этих людей. Тут как карта темницы со связанными руками, унижение, карта сердца. Чтобы слишком быстро не старайтесь открывать свое сердце для новых знакомств каких-то. Даже если вам вот предлагают эту заботу, вот правда, потому что я сразу так прочла эти карты. Ой, здорово, в будущем эти люди могут заботу там проявлять, еще что-то такое. А тут дальше такой подтекст, девочки, что это всего лишь как какая-то замануха, это всего лишь как какое-то, знаете, как приманка какая-то. Ну, как будто бы для того, чтобы вам глазки замылить, да, если можно так сказать, чтобы вы расслабились, а тут вам говорят, ваше сердце вот это открытое, оно может пострадать, если вы слишком поведетесь, расслабитесь, извините, если так можно сказать даже. Ну, как-то так. Тут вас призывают для того, чтобы вас потом не унизили, и вы не почувствовали себя даже, может, должником чьим-то. Вот заботу какую-то вам предложат. Да, она вам, собственно, может, сильно и не нужна, но спасибо, приятно. И тут же через там 3 дня вам скажут, ну, там, пойди мне на уступку, там, ты мне что-то там чуть ли не должна, да, за вот эту заботу. Я же тебе нормально проявилась или проявился. И вы как оказываетесь, как, ну, с заложником ситуации даже, со связанными ручками. Тут как-то такой какой-то, знаете, подтекст, что люди на самом деле намного хитрее, умнее вас. Тут какие-то вот сделка с дьяволом. Люди, которые вообще как по другим живут правилам. И вплоть до того, что правда, как это вот вы можете стать этой разменной какой-то монетой. Аккуратно. Вас просто могут использовать. Вот. И пофиг им, какое у вас сердце. Ну, перемерят как жерновами и все. Так, поддержка высших сил все равно будет. Знаете, я могу так считать, извините, и вряд ли это вас и порадует, эта информация. Но у кого-то вот выйти из какой-то такой ситуации, где, ну, вы станете как заложником этой ситуации, говорят, возьмут деньгами. Знаете, как говорят, когда мы теряем деньги, ну, так не знаю, правда или нет, ну, кому-то легче, когда говорят, вот, слава богу, забрали деньгами, а не здоровьем, да, или когда какие-то там у нас случаются несчастья, там, ну, материально мы теряем, да, тут тоже можно сказать, ой, хорошо, хоть, ну, не личной жизни, а вот просто деньгами отдал, заплатил, как будто бы откупился и все. А тут вот почему-то мне так говорят, что высшие силы все, что могут сделать потом в данной ситуации, это просто как будто бы помочь вам и как деньгами откупиться. Допустим, пример приведу. Вы вот сейчас можете с кем-то начинать общаться, этот человек вроде как так располагает и к вам там чуть ли не с заботой, потому что тут как-то забота. Почему-то как будто бы этот человек чуть ли не вот
показывает и навязывает вам эту заботу. Вот как-то вот, и вы не можете, ну, тут чуть ли как вы, как мороженка растаете и расслабитесь, вот такое что-то. А потом хоп-хоп-хоп, какая-то многоходовочка, и все. И, допустим, человек вам говорит, вот, а ты мне должен то, а ты ж мне пойди навстречу и то, и то, и то. И по факту, я же говорю, вы можете тут вообще в каких-то таких условиях оказаться, которые изначально, если бы даже вот эту заботу он не предлагал вам, так называемую, или не навязывал, то вы бы вообще десятой дорогой бы его обходили, девочки. Тут как-то так, тут манипуляции какие-то такие конкретные, тут фиг даже их просчитаешь. Хотя на самом деле этот человек, он всю жизнь так живет, и для него это норма. Но вы же как с разных планет, поэтому вам это трудно понять. Ну, все, что я вам сказала, могут деньгами забрать. О, дабы как-то эту ситуацию нивелировать, как-то это все для вас было не столь болезненно. Ну, что пришло, то пришло. Я при чем? При чем тут я? Вот претензии не предъявляйте. Так, давайте смотрим дальше, что у нас. Какие энергии, да, в вашу жизнь приходят. Для кого как магнит, какие энергии вы притягиваете. А что это такое? Начинаются нарциссы какие-то, тучи сгущаются. Да что ж такое? Зависть, сглаз. Вот по этим картам прям говорю про своего мужчину. Уж даже не знаю, какой он там у вас мужчина. Ну вот если у вас там есть добытчик, кормилец, мужчина, который материально вкладывается, там обеспечивает вам какой-то высокий, невысокий, достойный уровень в материальном плане, уровень жизни. Упаси Господи вам с кем-то делиться, не знаю даже с кем. Тут прям такой зависть, глаз, ой, прям мне аж прям плохо. И это как-то связано вот с мужчиной, медведь. Медведь в данном случае это тот, кто материально вкладывается. Если у вас есть там искушение рассказать, что вам там ваш любимый мужчина, муж, может у кого-то пройдет не обязательно муж, но чаще всего это стабильный такой мужчина. У кого-то может быть и как любовник, я не знаю, но в любом случае он материально вкладывается. Так вот, если у вас там желание появилось рассказать, что он там вам приобрел уж колье какое-то там или оплатил вам там, не знаю, комплекс каких-то процедур в спа-салоне, там еще что-нибудь, упаси Господи, молчите. И не говорю, что вы должны прибедняться и грязь лить. Нет, ни в коем случае. Но молчите, не хвастайтесь, потому что тут прям как зависть в спину будет проедать. Из глаз, и прям нехорошо мне от этого. Так, что тут нарцисс, тучи, представления, какие энергии вы? А знаете еще, как могут рассказать? Так, еще могут рассказать, если зависть тут женская, могут еще рассказать, что вы много придумываете, как будто бы, что вы пытаетесь пыль в глаза опустить, что вы представление какое-то перед ними разыгрываете. Но это все, знаете, как люди, вы же можете честно, искренне как-то непосредственно поделиться, да, чем-то своим, женским, так скажем. Ну, захотелось вам, может, похвастаться, может, просто, в принципе, даже не похвастаться, поделиться. А тут у кого-то, может быть, правда, у меня моментом что-то упало, зашуршало. Как будто бы, может, у кого-то проблемы в семейной жизни, в принципе, с мужчинами какие-то, может быть, мягко говоря, трудные какие-то отношения не выстраиваются. И тут они могут, знаете, как это считать? Что вот как нарцисс, где-то самолюбованием занимаетесь, как будто бы корона у вас на голове. Где-то, может, скажет, кто-то с жиру бесится. Где-то, может, сказать такое, как бы рассказать, что не так уж все у вас и хорошо, у вас тут тучи, как будто бы у вас, знаете, еще могут сказать, что да, цену себе набивает, типа рассказывают, тут небылицы какие-то о себе. Представление, как будто бы вы правда, как сказочница какая-то.
Так, давайте энергии. Не понимаю, почему тут энергия ярости? Это о чем? Да. Ну вот там вот у нас было про людей в первой серии, да, вот тут мы были про людей, которые вы притягиваете. Знаете, мне такое как будто бы все равно прорывается. Ярость показана, это энергия какого-то мужчины. Мужчины, который к вам испытывает, я же говорю, эмоции от любви до ненависти. Тут один шаг, его накрывает. Причем по карте замок, он это все скрывает, эту ярость. При этом, может быть, сидит на двух стульчиках у него, то есть там может быть семья. При этом вот накрывают его эти эмоции. Тут вода, это любовь, любовная какая-то такая у него, хотя сказать, любовная лирика, да, в вашу сторону. И тут эрос, сексуальное влечение. При этом ощущение у человека руки связаны, ничего сделать не может, реализовать это все не может. Это карма, это какой-то урок, это наказание для него какое-то, ярость. Вот такие какие-то эмоции. При этом не раньше, дальше идет карта, какая-то нежность, прям желание вас обнять, прижать, никуда не отпускать. Но я же говорю, вот эти вот карты, мне говорят, и третья карта, тут несоответствие, диссонанс. Я же говорю, этот человек может с утра проснуться, люблю или ненавижу, потом нежность, желание вас оберегать, от чего-то оградить. Вот эти вот какие-то энергии человека накрывают. Ну, они не то, что нелогичные, они как-то вообще не поддаются никакой, даже о чем тут говорить, да, у человека как будто бы неконтролируемо оно возникает, он не может даже себя действительно как-то взять в руки. Диссонанс это не несет не то что смысла, не то что здравого смысла, как будто бы не знаешь, что дальше с этим делать, вот тут реально. Опять-таки, какие-то мне как это считывается. На самом деле у человека, вот вы в этих энергиях, это как-то на вас, я не знаю, будет на вас влиять, не будет. Он считает вас очень сильной. Женщина, которая приручила тут какого-то дракона. И он считает вас манипуляторшей. Он считает этот человек вас женщиной, которая, может быть, манипулирует не просто им одним, а тут еще кем-то, какими-то мужчинами. Как будто бы у вас есть власть над мужчинами. Ну вот мне так идут, девочки, энергии какие еще. Может быть, где-то карта письма, это он от вас, какую-то информацию. Ну, энергии еще такие могут накрывать иногда, это больше вас могут. По Луне карта письма, это может быть воспоминания из прошлого, может быть, как тут девочка перечитывает письма, может быть, как у вас в памяти будут какие-то картинки, да, возникать, вот какие-то такие вот картинки. С чем связано? Такие картинки, кстати, это, скорее всего, как вам сказать, мне так идет, как будто бы в прошлом какая-то история, которая, знаете, оставила послевкусие, какой-то негатив. Но у вас сейчас оно будет как меняться, эта программка, эти воспоминания будут все больше и больше у вас может всплывать, но они не будут нести вот этого негатива. Вы, может, будете уже как-то более отстраненно на это все смотреть. Карта очищения. Это когда, допустим, была болезненная ситуация, и вам прям было тошно, противно, очень больно вспоминать ее. Потом через время вы ее вспомнили, вот эти вот какой-то накал вот этих вот негативных эмоций уже проходит, уже как-то отстраненно смотришь на это, да, и пытаешься анализировать. Потом третий, пятый раз уже вспоминаешь и думаешь, какая я была наивная дурочка, почему я именно так это все воспринимала. Да, если бы вот с холодным там умом, с холодным сердцем на это все реагировать, наверное, мужчина по-другому бы реагировал. Ну тогда же в моменте вы такая были. Что я хочу сказать, что у вас будут какие-то, может, по Луне, да, правда, как накрывать какие-то
воспоминания, эмоции, но вы уже будете на них вообще не болезненно реагировать. Карта очищения, это как нужно, это как нужно для вас в первую очередь, для того, чтобы, знаете, в вашем сознании зафиксировался не негатив, а уже, по крайней мере, какая-то как нейтральная эта картинка. Но почему там не так идет? Еще тут вышла почему-то карта семьи. Ну, у кого-то может быть связано, или же в семье были. Это, ну, негатив какой-то, может быть, это все как переживали. Или вы хотели, допустим, с мужчиной построить как семью. Ну, не знаю, у кого-то так может проиграться. Желание иметь семью. Короче, у кого-то вот эти воспоминания будут касаться, ну, построения серьезных семейных каких-то отношений, у кого-то друзей, подруг, какие-то поступки, какие-то двойственные такие. Что-то такое. В любом случае, вы понимаете, идет очищение, идет как выздоровление. Вы как будто бы смотрите по-другому на ситуацию, в прошлом очень болезненную. Вот как-то мне так идет, потому что у меня нет, девочки, извините, уже сегодня сил раскладывать. Пока я так это все читаю. Так, в основном какие энергии? В основном, как магнит вы притягиваете, в основном какие энергии? Какие-то энергии такие чудные. Так, сейчас энергии, где может длительное время какой-то мужчина, как знаете, топтался, да, или пытался усидеть на двух табуретках, или топтался на развилке, не знал куда и как. А вы старались, кстати, а вы так старались, может быть, какое-то время назад быть привлекательной, яркой, быть таким этим красивым, как тут букет цветов, вот таким цветочком, чтобы он сделал выбор в сторону вас, чтобы он определился. Тут такое у кого-то может пройти. Так вот, вот сейчас в вашу жизнь приходят энергии какие-то, которые вы понимаете, что это была неправильная какая-то стратегия с вашей стороны, неправильная тактика, стратегия. Это какие-то иллюзии, вы как будто бы сами заблуждались в этом всем. Сейчас, может быть, энергии в вашу жизнь приходят какие? Вы стараетесь по карте дерева, может, больше внимания обращать на себя, свое здоровье, и ментальное в том числе здоровье. Опять-таки, и энергии, я так могу это считывать, как будто бы вы стараетесь о себе меньше людям рассказывать, как будто бы вообще вот поменьше как будто бы транслировать вообще в социум что-то о себе. Это как идет глубинная какая-то проработка собственных, может быть, проблем. Ну, как очищение у меня там шла. Эта карта, она очень говорящая, очищение. У кого-то очищение, выздоровление, у кого-то прям как перезагрузка, если можно так сказать. Ладно, все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.